Поезд, вес которого 4900 килоньютонов, затормозил, когда он шел со скоростью 36 км в час, после чего он, пройдя 200 метров, остановился. Предполагая движение поезда от начала торможения до остановки равно замедленным, определите тормозящую силу. Вес поезда P равно 4900 килоньютонов, шел со скоростью 36 км в час и затормозил. Причем тормозил, пройдя путь S равно 200 метров. Предполагая о том, что он тормозил равнозамедленно, нужно найти силу, которая его остановит. Раз он двигается равнозамедленно, значит у него существует какое-то ускорение, но на отрицательное. В данном случае отрицательное ускорение создает сила, которая будет равна, согласно второго закона Ньютона, m умножить на. Это масса поезда. Это ускорение, с которым поезд тормозит. Но для этого он, естественно, во время торможения уменьшает свою скорость. Поскольку у нас неизвестно, сколько он времени тормозил, мы знаем только расстояние. Для этого будем использовать две формулы. S равно V0 t плюс 1/2 at квадрат. И вторую S равно v конечное в квадрате минус v0 в квадрате и делить на 2. Поскольку нам известно, что начальная скорость у него была 36 км в час, а конечная скорость при остановке равна нулю, а конечная будет равна нулю, то s можно записать таким образом. Это будет v0 в квадрате, что делится на 2. Отсюда, естественно, a можно найти. A равно v0 в квадрате, что делится на 2s. Что такое v0 здесь в квадрате? Это наша скорость, которую поезд имел в начале торможения, 36 км в час. Но поскольку тут размерности километры часы это не совсем системные оси, давайте их переведем в системы метра за секунду. Итак, v у нас равно 36 километров в час. Будем определять вот эти значения, как вроде бы участвующие величины дробей. Так, 36. Что такое километр? Километр – это 1000 метров, что делится на 3600 секунд. Теперь вот так вот взяли, разделили. Тут будет единичка тоже. Здесь 1 и здесь 1. Получаем 10 метров за секунду. Скорость поезда 36 километров в час – это все равно, что 10 метров за секунду. Теперь f равно m умножить на a. А мы можем подставить сюда это значение. Реально у нас уже вырисовывается какая-то формула f равно m умножить на a равно m умножить на v квадрат, что делится на 2s. А m мы определим из веса поезда. P равно mg. Отсюда масса равна v делить на g. Итак, места m тоже подставим значение. Делить на g. И умножить на v квадрат, что делится на 2s. Формула у нас есть окончательная. P делить на g, что множится на v квадрат, делить на 2s. Теперь давайте будем подставлять сюда все значения, которые у нас здесь есть. Итак, P это у нас в ньютонах 4900 килоньютонов на 10 третий ньютона мы запишем. V квадрат. Вот мы получили 10 метров за секунду. В квадрате это будет 100 метров в квадрате за секунду в квадрате. Делить на g. G это на что? 9,8 метров за секунду в квадрате. И на 2s. 2 умножить на 200 метров. Что здесь получается? Давайте перенесем все эти величины, как вроде бы мы работаем с дробями. Еще раз. Можно сразу сократить, но давайте последовательно это выполним, чтобы оно было понятно откуда, что и как, чтобы ничего не потерять. На 10 третий умножим на 100 метров в квадрат, а секунды в квадрате идут в знаменатель. 9,8 метры остаются в знаменателе, а секунды в квадрате что? Пошли в числитель. Что множится на 2, что множится на 200 метров. Теперь уже более наглядно. Секунды в квадрате сократились. Тут метры умножить на метры. Будут метры квадратные, которые сократятся вот здесь. Теперь мы можем это дело все посчитать. 4900 на 10 третий ньютон, что множится на 100, что множится на 2, на 200. Тут вот эти нули можно убрать, тут еще 9,8. Получаем 4900 на 10 третий ньютон, 4 на 9,8. Получаем, это разделим, 125 на 10 третий ньютон, получаем 125 килоньютон. Сила торможения поезда будет равна 125 килоньютон. Мы здесь использовали вот эту формулу, получается, с этой формулы, для того, чтобы уйти от нахождения какого-то времени торможения. Время нам не нужно, оно лишнее. Конечно, можно было бы его как-то искать, нам просто этот путь оказался намного короче. Единственное, что в данном случае я специально все это раскрывал, все эти данные, для того, чтобы вы понимали о том, что вот с этими всеми величинами можно работать точно так же, как с обычными дробями, для того, чтобы получить именно то значение, которое нам необходимо. Поскольку размерный f – это сила, она будет определена в ньютонах, поэтому мы получили 125 килоньютон.